Итак, друзья, всем привет! Сейчас мы едем снимать небольшое видео на производство по гипсовым 3D панелям и вообще гипсовым изделиям. Это у нас ребята, скажем так, ИПшники, которые занимаются, у них такое небольшое свое ремесло. Вот. И я уже очень давно про них знаю, но вот только сейчас решил съездить и посмотреть, что же на самом деле ребята делают, так как наши подписчики попросили нас снять такой небольшой контент, скажем так, про гипсовые изделия. И мы для вас отснимем, я думаю, интересный сюжет. Да? Да. Мы мешаем на основе чего гипсовый состав? Знакомьтесь, Юрий занимается изготовлением изделий из гипса. Это просто обычные гипсовые в мешках. Да, обычный гипс. Можно использовать строительный гипс, можно формовочный гипс. Если строительный, то обычно добавляется фибра для крепости, либо добавка для крепости. Замешивается в ведре, делается смесь, гипс с водой, добавляется фибра, замешивается до состояния густой сметаны и заливается в форму. И сколько занимает процесс высыхания? По-разному. Вот, допустим, форма. Секундочку. Ну, допустим, это полиуретан. Да. Я больше использую полиуретан, они более жесткие, как резина. Потому что силиконовые, они очень мягкие. Наверное, полиуретан, наверное, дороже в закупке, как бы, да? Особо большой разницы нет. Нет. Юра, ну тоже получается, что... Силиконовые, они очень мягенькие. И тут надо, не надо немножко распирать, когда происходит процесс. Значит, схватывание, да. Немножечко гипс немножко распирает на миллиметр, может объем. То есть он немножко может играть, чуть-чуть. Полиуретана, она более жесткая, то есть она не дает этому процессу. Я понял. Ну смотри, в процессе производства тоже надо иметь большое количество таких форм, потому что, чтобы в день хорошую производительность иметь, нужно, как говорится, чтобы было с чем работать. А то одно залило, жди там, не знаю. Там. Да, у меня там по 5, по 6, по 8, значит, единиц одного вида, форма имеется в виду. Да. Поэтому заливаешь там 0,8 сразу или 0,8-1 квадрат сразу заливается. Минут 15 я жду, когда она схватится. Более-менее такое вот же состояние. Могу показать. Все видно. Просто можно вот взять, оно легко отходит. Все, ткань. Вот смотрите, даже вот какое качество. Вид называется колотый. Чуть-чуть его буквально почистить и красивый на выходе торсин, имеем. Да. Декоративный кирпич. Он еще свежий, подсыхает. Да, бывает подсыхает. У нас здесь отопление есть. Вы видите батареи, трубы везде. Котел в следующем гараже там. Очень достойно, кстати, исполнение. Сушится уже в естественных условиях. Тут сушилка, правда, она еще не доделана. Это помещение внутри. Юра, скажи, пожалуйста, а вот, допустим, Слава как-то мне звонил, видел у нас видео, мы там монтировали 3D панели, вот, и как вообще с новинками, то есть где берете формы, там, как-то заказываете, может быть, их, либо отслеживаете, покупаете, как это вообще происходит? Смотрите, формы, у нас много уже было форм, уже готовых, да. Вячеслав закупил, но кое-какие добавили, вот я покупал формы последние на фирме Пентаграмма Могилев, там, и как бы цена меня устраивает. И... То есть это специально ребята делают именно по заказу какие-то формы, да? Из АБС пластика это. Он более запыленный. Ничего страшного. Он более чистый. Вот такая вот форма. У нас на выходе имеем вот такой вот рисунок, только уже в гипсовом исполнении. Вот это их черные. Вот такие панельки мы часто укладываем, да. рисунок. 50-60 рублей где-то форма стоит. А вибростола нету какой-то? Вот это есть вибростол. Вот это есть вибростол у нас, да? Сейчас в конце, когда начинает останавливаться, происходит вибрация. Да. То есть, ребята, получается так, что если не иметь такого вот вибростола, при заливании материала в форму образуются пузырьки воздуха. И если эти пузырьки воздуха у нас не выгнать с помощью, допустим, вибростола того же, вот, то изделие получится у нас некачественным, можно сказать, даже бракованным, потому что оно в местах образования этих пузырьков будет очень хрупким.
Смотрите, друзья, хочу обратить ваше внимание на качество изделия, потому что мы очень часто покупаем изделия от завода, да, то есть да, щели, как видите. То есть четкая геометрия у изделия. Вот. И что хотел сказать, что на обратной стороне даже у завода очень часто бывают у нас полости, то есть пустоты какие-то, вот, либо наоборот наплывы, которые нам потом приходится счищать. Вот. А здесь, смотрите, у нас практически идеальное, говорю, изделие. Вот. А по геометрии, вот Юрий нам представил, так это вообще, то есть ни щели никаких, ничего у нас нет. Вот. Ручная работа, между прочим. В тыльной стороне вот камня есть такие, как вы сказали, вот такие углубления, да, и бортики идут, которые приходится счищать. Да, я даже на фирмах видел, где покупал когда-то. Ну, немножко этим греша. Да. Мы даже вот в момент укладки, когда заводские изделия, то у меня даже есть видео, кстати, по этому поводу. Берем вот так вот камень, чтобы быстрее этот процесс... Притираете, да, притираем друг к другу. Вот так вот, тем самым стираем вот эти вот наплывы, всякие там бугорки там и так далее. Вот, и тогда получается у нас большего еще годное отверстие, изделие для укладки. Вот именно для камня, который бесшовный, вот этот, да, называется колотый камень. Да, тут очень важна геометрия, чтобы не было щелей, чтобы потом не шпаклевать эти щели. Да. Для камня, который шовный, например, вот этот шовный. Это такой же рваный. Я его сам назвал Старый Тбилиси, не знаю, это придумал название. Здесь можно шов делать, а можно встык. Да. То есть, если делать шов, то, как бы здесь может быть немножечко играть. Допустимо какие-то, переходы здесь по глубине, потому что они на стене не будут заметны. То есть, там миллиметр, где-то чуть-чуть выше высота, поэтому это камень. Даже Старый Тбилиси, но очень красиво. А представьте, если этот кирпич еще обыграть, либо камень в какой-то цвет, вот, вообще очень эффектно будет смотреться вот эта вот фактура. Образцов у меня много, 18 видов и 10 видов 3D панелей. 3D панель. Кстати, 3D панели сейчас очень актуальны. Вот у нас, наверное, последний наш ремонт, это вообще у нас идут 3D панели. И мы искали для себя годного качественного поставщика. Вот сейчас будем работать с ребятами. Так как я раньше был убежден, что, грубо говоря, в гаражных условиях нельзя сделать качественное изделие, но по факту, посмотрев своими глазами на вот эти вот изделия, я вам скажу, что это намного лучше, чем то, что мы закупаем у завода, скажем так. Вот, потому что по заводу, говорю, и геометрия страдает, особенно в гипсовых 3D панелей. Это просто какой-то капец. У нас есть видео, где мы их монтируем, мы их просто дорабатывали. То есть шлифовали, обтесывали как-то, обратную сторону приводили в порядок. Вот. Это занимает на самом деле кучу времени, а заказчик за это не всегда хочет платить. Поэтому лучше изначально иметь хорошего качественного поставщика, который будет поставлять тебе хорошую продукцию, чтобы в дальнейшем не испытывать трудностей при укладке и получить качественный ремонт на выходе. Ну и немаловажна еще цена. Кстати, да. И, кстати, немаловажный аспект во всех этих делах, как всегда, да, ценовой диапазон. Как бы, у ребят он, естественно, приемлемый, как бы, то есть не завышен как-то. Причем даже по Бресту я, наверное, анализировал одна из самых низких, грубо говоря, цен на вот такие вот декоративные изделия. Вот. Так что, кому нужна будет данная информация, мы в любом случае оставим контакты у себя под роликом в описании. Вот, смело звоните, заказывайте, продукция хорошая. Еще секундочку, можно отвлечься. Я делаю образцы, да? Угу. То есть ты изготавливаешь эти образцы и что на них показываешь? Смотри, я показываю, как эксперимент провожу. Это обычный гипс строительный без добавки, можно фибру добавить. Да. Вот. Это с добавкой. Второй. Да. Третий экземпляр. А это добавка меньше нормы. Да. Это с добавкой по норме. Да. Я как провожу эксперимент? По твердости, по звуку. Беру простой звук. Да. Это вчерашний. Да. Который второй экземпляр меньше нормы. Да, звонче звук. Да. И добавка по норме. Да. Он как монолит уже. Да. Слышно, да? Вот это очень крепкий будет. Все это у нас есть. Ну и, соответственно, добавки. Цена, наверное, у них тоже будет, естественно, разная, потому что затраты на производство разные. Не сильно больше, но если брать гипс, допустим, G16 или G20, который используется для
для 3D панелей, можно даже для декоративных камней использовать. Он крепкий очень. Он формовочный, он крепкий и действительно. Поэтому сопоставляя расходы на добавку и если брать отдельно вот этот гипс и купать дорогой G16, G20, то получается с добавкой дешевле выходит. Вот. И ну, как бы и не надо там эти мешки привозить в большом количестве этого гипса, просто добавляешь определенных пропорций эту добавочку. Она очень такая необычная, она просто, когда реакция происходит химическая, даже видно, она растекается равномерно по форме. То есть не как бывает, что где-то сгусточек может быть, если плохо размешал гипс, он растекается по форме, если еще на вибростол. И она заполняет все пространство хорошо, выгоняет пузырек и уменьшает значит, количество воды. То есть воды меньше надо. А раз меньше воды, то быстрее происходит сушка, да, и крепость. И происходит реакция вот этих там неорганических солей, других там вот этих добавок, выведены учеными России и Беларуси. И на глазах просто крепкость увеличивается. Буквально за сутки оно, вот это вот камень позвончатый, я заливал вчера, то есть меньше суток прошло, звук, видите, как будто бетон. Да? Еще раз, ребята, слушаем звук. Простой камень. Простой, это без добавок, без ничего. Который примерно сутки. То есть с добавкой меньше нормы. Это меньше нормы у нас. И это по норме, да, с добавкой. Это моща. Приятный звук. Да. Как бетона, да, как монолита. Да. Юр, а сколько вообще требуется времени для полного высыхания? Ну, примерно в нормальных условиях, скажем так, когда нормальная влажность в помещении там, и так далее. Бывает по-разному, от 5 до 7 дней. От 5 до 7. Но зависит от толщины камня. Если тоненький камень, да. Высыхает там, за 5 дней может высохнуть при теплой сухой обстановке в помещении и в сушке. А так, если толстый, то 7 дней и больше. Ясно. Не успел приехать, уже накосячил, бляха. Побил людям, бляха, 2 образца, бляха. Вот. Ребята, сейчас будем показывать именно процесс сам производства гипсовых изделий. Вот нам Юрий сейчас покажет, как они это дело делают. Так, если надо что-то помочь, что-то говорить. Нет, здесь я замешаю небольшой объем. Я уже специально пропорции, примерно знаю по емкости. Да, да. И иногда уже так классно метан, то я уже смотрю по консистенции. Специально, что за добавка у нас? Добавка по твердости. Ага. Белорусское производство. Здесь я тоже на глаз делаю, примерно знаю, с какой кучку. Тут как бы более экспериментально. Здесь 0,3-0,5% достаточно от объема, да? И засыпаю дальше. Сейчас смотрю. Я уже не использую этот миксер, потому что здесь как бы маленькие объемы достаточно для этого. Так, уже досыпаю до состояния достаточно густой сметаны. Значит, вот эта добавка позволяет делать тесто вот это однородное, без комков. Так, все, думаю, этого достаточно. Все, здесь есть определенный объем. Сейчас мы зальем в эту форму. Можно даже так вручную. Сейчас остатки сюда. В эту форму. Достаточно 10 секунд. И туда немножко. Пузырьки. Можно даже 2 раза включить. Пузырьки выходят, разровнять можно. То, что не хватает, допустим, можно использовать еще с этой формы. Да, допустим, иногда добавляю с этого. Таких движений, чтобы было ровненько.
Друзья, полностью ручная работа. Да. От самого начала Всё. и Вот. до самого конечного. И оставляем изделия. минут на 15 под сухим. То есть она за 15 минут схватывается у нас как-то, да, там? Да, и можно получается? расформовывать, ну, как любые. Это так быстро, да? Реально Да. 15-20 минут и уже она Да. в твердом состоянии будет? Ну, оно будет в том состоянии, когда можно уже вынимать из формы, а уже будет подсыхать уже некоторое время. Вот такой вот быстрый процесс производства гипсовых изделий. Более автоматизированный уже в таких масштабах. Мгм. Сразу заливаю 4 формы. И все. И ждем 15-20 минут и будет Не готово вынимай. изделие. Да. Это тоже из не гипса? обработанный еще. Ну, Юра, это тоже из гипса, да? да. А как Здесь на улице? цельный гипс, здесь массив. Не полый, как многие делают. Там, Мгм, как мгм. бы корпус. А, то есть фигура А цельная. это цельный. Да, Ну, ну, ладно, кстати, да, по весу даже хорошо. Вот смотрите, еще не какая обработанный полностью. прикольный Так, это смурфик. Вот, можно еще его доработать, раскрасить и, где-то зачистить. да, офигительный атрибут. Вот, друзья, смотрите, вот такое на выходе должно, грубо говоря, получиться изделие. У ребят это как образец. Да, это Все, должно быть. ручная работа, то есть тоже изготовлено, все открашено. Вот видите, даже шапочка такая связана. Очень красиво. Понимаете, может, кто-то такие вещи ищет по приемлемой цене, потому что я очень часто бываю в Европе, очень много вижу такой сувенирной продукции, и поверьте, там она стоит ну, очень больших денег. Вот, плюс привезти еще все это дело сюда, вот, а ребята вот по заказ могут сделать вам, я думаю, очень актуальная тема на сегодняшний день. «Тайная вечеря» картина, сделана из гипса, очень крутая работа. Даже я себе бы такое хотел. И если бы я не сделал еще ремонт, я с ребятами поговорил. И, естественно, такую красивую вещь я бы у себя дома обязательно бы сделал. И вот смотрите еще какие красивые фигуры ребята выливают. Вот. Если особенно частный дом, либо в таком стиле, блин, ну очень круто смотрится, я прям впечатлен. Вот. Очень качественное исполнение, но в плане, то есть вот, все вот эти вот моменты, рельеф этот, все видно, все красиво. Смотрите, у ребят очень много на самом деле различных образцов есть. Сколько, Юра, ты говорил у вас? Ну, таких 10 различных видов, скажем так. То есть есть вот такого вот плана, да. Вот совсем недавно у нас есть видео на канале, где мы монтируем похожую, только чуть-чуть толще вот эта вот полосочка. Ну и данный наш вот проект, который мы завершаем, вот прям вот практически один в один вот такие вот тоненькие полосочки. Вот такая, кстати, вот волна, да, я не знаю, ее и так, наверное, можно. Вот. Мы, кстати, первое время, как только 3D панели вот появились, вот очень часто эту волну мы монтировали, она была актуальна. Вот. И вот этот вот на самом деле красивый элемент, да, 3D панели, но в работе на самом деле геморный, если особенно заказчик хочет, чтобы стыки все были заделаны. То есть вот представьте, вот каждое вот это вот углубление, это нужно будет все шпаклевать, зачистить, чтобы была у нас однородная картинка, скажем так. Блин, ну молодцы на самом деле, если честно, Юра, я впечатлен. Как бы. Ну, мне Слава давно уже говорил, как бы, что Андрей, заедь там, тра-та-та, вот, а я как-то, блин, что... А сейчас у нас, ну, дофига на 3D панели этих проектов. Кстати, насчет этих некоторых сколышек, то тут как бы не обязательно к ним так сильно придираться, потому что если рваный камень, Да. наоборот, оно даже, вот, допустим, Венеция, да, Да, эти пупырышки, где-то может быть склон, наоборот, он как бы смотрится хорошо. да. Тут не обязательно там уже придираться к каким-то там сколам. Это же все-таки как бы Ну, вот видишь, я говорю, камень, который один с другим не повторяется в Да, природе, он да. должен чуть-чуть отличаться. Это, как я говорю, даже при укладке. У него нету четкой геометрии за счет этого рваного рисунка. Вот. И даже при укладке шов у нас ну, гуляет, скажем так. Где-то больше, где-то меньше, но это придает свою особенность данному изделию, особенно в объеме. Ну вот те, которые редко где бывают, даже в магазины крупной фирмы, это камень, значит, я назвал его Старый Краков, так как мы когда-то привезли образец Польши, Вячеславом, да, он со швом готовым. Вот эти пазы, они, когда составляешь, уже Да. получается Готовый шов. шов.
То есть здесь не надо, можно даже не фуговать. Да, можно не фуговать. Все, да. просто вот ложится, да, вот Да. фрагмент. Готовое Готово. изделие уже. Вот. Потому что изначально, ребят, тут когда два камня, не знаю, образуется вот какой-то шов, да, и потом этот шов нужно заполнять фугой. Вот. А на самом деле фуговка это самая большая проблема во всей этой укладке. То есть не так сложно уложить камень, как его потом зафуговать и расшить хорошо. Но можно сделать и без фуги. Да. Если не толстый камень, просто на тот клей, на который выкладывается камень, монтируется, просто замывается этот шов вот здесь Да. кисточкой. Да. Свежей мокрой кисточкой, и клей, который, допустим, ну, остается на шве, он просто заполняет, пусть не полностью, да, по высоте, но частично заполняет, получается, ну, такое рельефное углубление. Угловые элементы. Кстати, тоже очень важная штука, которая трудно тут так сделать угол, чтобы он был продолжением, допустим, камня, да? Да. Вот смотрите, ребята, вот здесь вот наружный угол уже готовый элемент, а мы часто берем, разрезаем все это дело там на гипс, либо на шпаклевку склеиваем, зачищаем, чтобы получить вот такой вот угловой элемент, если его нет. А здесь уже готовое изделие, которое ну, ускоряет вашу работу, рабочий процесс, потому что на это тратится на самом деле очень много времени, если таких угловых элементов нет. Смотрите, ребята, тут уже по руке чувствуется химическая реакция, уже изделие начинает у нас ну, немножко повышать температуру, скажем так, более теплое становится. Вот на руку. О, здесь вообще чувствуется хорошо. Вот. И в принципе, уже можно. Уже достаточно, чтобы начинать расформовку изделия. Здесь маленькая форма, поэтому ну, я так приспосабливаюсь. Краешки. Она мягкая, легко отходит. Видите, какое красивое изделие у нас получилось. Второе. Если есть какие-то, вот можно немножко почистить. Или как Да. делают друг с другом там, притерочку такую. Да. Все, сделал. И вот смотрите, мы с вами на наших глазах ставить, буквально за 15 там, минут сделали вот такие вот красивые гипсовые изделия. И на сушку потом упаковывается в ящички и отправляется, да, заказчикам. Еще раз говорю, мы оставим данные ребят в описании к ролику, вот, так что можете обязательно заказывать. И мы будем делать точно так же уже. Потому что мы себе очень часто ищем хороших поставщиков. Вот здесь я приехал специально, чтобы убедиться в качестве данного изделия. Вот мы его залили, изготовили, скажем так. Меня полностью все устраивает. Итак, друзья, я надеюсь, данное видео было вам полезно. Мы показали вам полный цикл производства гипсовых изделий. Вот. Ребята, мы пожелаем удачи, продолжать это красивое, нелегкое дело, вот, хороших им клиентов. Вот. А вы подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайк, и мы дальше будем снимать для вас годный и красивый контент. Всем пока!